Добрый день, с вами журнал Мотоэксперт, я Дмитрий Федотов, и сегодня у нас на тесте очередной, не расстраивайтесь, не китайский мотоцикл. Но пока мы не начали, во-первых, попрошу подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий, и, во-вторых, хочу сказать спасибо компании Balkan Moto Travel, где мы взяли этот мотоцикл, где вообще добывают мотоциклы BMW в Черногории. Их добывают в прокате, и компания Balkan Moto Travel предлагает широченную линейку актуальных и, как видите, супер актуальных, супер свежих мотоциклов BMW на любой размер, на любой вкус, на любой бюджет. Отличные мотоциклы, отличный сервис, отличная команда. Вот прям не стесняюсь, рекомендую. И можете приехать в Черногорию, покататься. Здесь очень красиво. Сейчас конец ноября, погоду видите сами. И поторопитесь, пока Черногория не ввела визы для россиян. Ну а мы начинаем. Сегодня у нас на тесте новое поколение мотоцикла BMW R1300 GS в исполнении Adventure. Я примерно год назад снимал базовый 1300 GS, и я там подробно рассказывал, что поменялось, со всеми циферками, со всеми разжевываниями про мотор, про коробку, про подвески, про электронику, про все-все-все. И чтобы наше нынешнее, сегодняшнее видео не растянулось на 2 часа, давайте, если вам вот интересно подробно, что поменялось в 13:00 в сравнении с 12:50, я вас отправлю смотреть старое видео. А в этом видео я постараюсь сосредоточиться, во-первых, на фишках Adventure, на отличиях его от базовой версии и на автоматизированной трансмиссии, которая впервые в истории серии GS и вообще, наверное, мотоциклов BMW, именно мотоциклов, не скутеров, появилась на этих баварских мотоциклах. Там прям очень интересно, и там есть о чем поговорить. Вообще, автоматизация трансмиссий в мире мотоциклов — это такой новый тренд. Изначально, если в историю посмотреть, например, Honda больше полувека пытается создать автоматическую трансмиссию. Они еще с CB750 экспериментировали с гидромеханическим автоматом. Были позже мотоциклы такие, как DN01. И параллельно, когда они поняли, что гидромеханический автомат на мотоцикле все-таки не совсем хорошо работает, он медленный, он тяжелый, он сложный, Honda начала разрабатывать трансмиссию DCT, Dual Clutch Transmission. Это прям полноценный робот с 2 сцеплениями. И как-то вот Honda очень много инвестировала в разработку, в настройку, в эволюцию, в популяризацию, в конце концов. Помните, как ругали Africa Twin, когда она появилась с автоматической версией. Но как-то автоматические трансмиссии на мотоциклах не приживались. На скутере вариатор, понятно, там вообще других вариантов нет. А мотоциклисты как-то эту историю избегали. Так вот, сейчас как-то все прочухали, все прониклись, и все пошли в эту сторону. То есть сейчас BMW на подходе, робот от компании KTM, Ducati смотрит в этом направлении. То есть я думаю, что лет через 10, так сказать, запомните этот твит, практически у всех мотоциклов, ну кроме совсем чмошных китайских, хотя бы в качестве опции будет доступна роботизированная трансмиссия. Что касается 1300 Adventure, чем он отличается от базового 1300 гуся? Отличается он примерно всем, то есть визуально это совершенно другой мотоцикл, и в первую очередь благодаря вот этому 30-литровому, так сказать, квадратиш практиш гуд бензобаку. Это вообще такая дизайнерская доминанта, это прям вот этот прямоугольник, вот эта алюминиевая накладка, это то, что бросается в глаза и никого не оставляет равнодушным. Кому-то этот мотоцикл кажется очень красивым, кому-то он кажется абсолютно уродским, но мне кажется, что, во-первых, он выглядит очень свежо, очень интересно, очень самобытно. Насчет красоты готов поспорить, не очевидно, но он все-таки симпатичный. Но самое главное для меня лично, это то, что он необычный, то, что он никого не повторяет, а его наверняка повторять будут. Что касается изготовления этого всего, слушайте, ну, мне очень нравится, как это сделано. То есть, вот, чтобы вы понимали, это прям бак. Он алюминиевый, он шлифованный алюминий, и он под тонированным, под таким немножко тонировочным лаком. Здесь открытые сварные швы. Очень красиво проварено, то есть сделано все как на хорошем кастоме, на хорошем дорожном мотоцикле. Но мы понимаем, что все-таки этот Adventure, так или иначе, он будет валяться где-то в грязи, по крайней мере, это задумывалось так.
И вот представьте, поцарапайте в этот бак, как его шлифовать, чтобы это было незаметно, как его лачить в цвет, я себе не представляю. Мне кажется, что когда вы приедете к дилеру с царапиной на этом баке, вам скажут: дорогой мой друг, замена. Если хотите мотоцикл красивый, то есть выглядит просто потрясающе, слюни текут, но как это использовать вот в реальной жизни, с трудом себе представляю. Еще одна интересная фишка — это то, что на баке здесь появились площадки. Площадки говорят, что если мотоцикл поставить на центральную подставку, здесь можно нарезать колбасы, начислить себе стакан. То есть они как бы, ну, люди уже придумали, зачем это нужно, но на самом деле это такая отсылка, как по мне, к новому поколению Land Rover Defender, где на передних крыльях, на капоте вот есть такие же точно площадки, чтобы туда можно было встать и сделать селфи, и чтобы у вас ваше транспортное средство, в одном случае внедорожник, в нашем случае внедорожный мотоцикл, как бы показывали всем, что это не просто мотоцикл, а это мотоцикл человека, который уже 8-ю кругосветку в шлепанцах завершает, и вот он без этих штук не может обойтись. Выглядит брутально, необычно и, как по мне, бесполезно. А любители всяких сумочек, всяких кофров привязывать к мотоциклу, как я это называю, мальчики, которые любят покупать разные костюмчики для своих двухколесных Барби, очень оценят обилие крючков для всяких сумок, для всяких застежек, для канистр, для чего угодно. То есть здесь вот этот мотоцикл изначально сделан, чтобы его можно было обвешать, и вот к вашей Барби вы можете купить все, что угодно, и этот мотоцикл прям нарядить в любые туристические и не только штанишки. Ну и еще из интересного, очень классно здесь выглядят противотуманные огонечки, встроенные как бы в бак, в обтекатель. Поворотников тут нет, поворотники встроены в защиту ручек руля. Вот здесь у нас поворотники, а это просто дополнительный свет, который идет уже по умолчанию. Круто, круто. Так, с формой передней фары, я так понимаю, что все уже за год более-менее свыклись. Асимметричных фар у BMW больше не будет, просто потому, что асимметричную светотехнику в Европе очень сложно сертифицировать, поэтому теперь будет X, и я так понимаю, что это новый дизайн ДНК всей линейки GS, и может быть, что и на них дело не остановится, но меня, честно говоря, сразу она какого-то отторжения не вызывала, выглядит свежо, интересно, необычно и, самое главное, узнаваемо. Что мне здесь не понравилось, так это переднее крыло, которое установлено достаточно низко над колесом. То есть вот палец и до свидания. В наших условиях, если вы ездите по асфальту или по каким-то сухим грунтовкам, это не проблема. Но если вы где-нибудь на Святой Руси уезжаете в глину, то вот что-то мне подсказывает, что здесь у вас все забьется и в какой-то момент колесо будет подклинивать. Поэтому крыло вот это придется, скорее всего, снимать, если вы ездите, повторюсь, именно там, где у вас на колесе наматывается валик вот этой грязи, глины. По сухим дорогам никаких проблем. Что еще? Еще здесь очень интересно выполнен подрамник, который как бы отдельной деталью прикручивается к нашей полураме. Рама здесь есть, в отличие от прошлого поколения. Вот. И он сделан тоже из каких-то штампованных элементов. Здесь есть и прямоугольные профиля, и штампованные элементы. Все очень красиво, очень интересно. Вот. И прям технологично. Круто. Мне, честно говоря, это все очень нравится. Так, что же касается наших подвесок и нашего шасси. Главное отличие исполнения Adventure, помимо вот этого вот внедорожного туристического облика, это, конечно, то, что он повыше. Повыше он примерно на 2 сантиметра по ходу подвесок. То есть здесь 210 и 220 ходы подвесок. Это на 2 сантиметра, на 20 миллиметров больше, чем на базовом R1200, R1300 GS. Значит, по седлу наш мотоцикл это 870-890 миллиметров. Седло здесь регулируется, можно сделать выше-ниже. Но если вам покажется, что это высоко, во-первых, есть седла пониже, то есть есть седла на 2 сантиметра ниже, заниженное седло. То есть от 870 в нижнем положении вы читаете еще 2 сантиметра. Если вам кажется, что это еще для вас все равно многовато, этот мотоцикл, эти электронные амортизаторы на светофорах присаживаются еще примерно на 2 сантиметра. То есть 870 вычли
20 миллиметров на седло, еще 20 миллиметров вышли на то, что мотоцикл сам присядет к дороге. И получается уже 830. И больше того, если вам и этого много, то в качестве опции они будут предлагать еще и пакет, в котором подвеска будет еще больше опускаться на стоянках и на светофорах. То есть, я думаю, миллиметров до 800 по седлу они дотянут. То есть это на 7 сантиметров ниже, чем сейчас. Представьте себе, это очень-очень круто. Иными словами, если вам кажется, что мотоцикл высоковат, вам только кажется, вы можете его под себя настроить и сделать так, чтобы вам было комфортно, даже если вы невысокого роста. БМВшники пытаются продавать своих гусей людям самых разных комплекций. Немножко про посадку, потому что это нужно проговорить. Мотоцикл большой, мотоцикл тяжелый, седла он не такой тяжелый, но вот ощущается он просто гигантским. Я думаю, что вот иметь спереди так много мотоцикла, у нас на канале где-то давно выходил тест мотоцикла ZIT Barkhan, где гигантское колесо спереди и гигантский капот. Вот по количеству мотоцикла, который у тебя в зону видимости попадает, мне кажется, нового гуся можно сравнивать только вот с этим чудовищем. Здесь прям очень много всего. Он широкий, он полностью закрывает твои коленки. Здесь большое, прям высокое стекло и отличная ветрозащита. Здесь дополнительные щиточки спереди, щиточки на руках. То есть ветрозащита здесь изумительная изначально с завода. Здесь удобно сидеть. И еще, когда ты на нем едешь, у тебя ощущение такой вертикальной посадки, какая была в старых классических внедорожниках типа первого Паджеро или типа, прости господи, УАЗа Патриот. Когда ты сидишь прям вот вертикально, и руль у тебя где-то вот здесь, и ты очень высоко над дорогой. И вот здесь ровно те же самые ощущения классического внедорожника. Мне это близко, и мне это нравится. Ты сидишь высоко над дорогой, у тебя большой капот спереди, у тебя все широко, солидно, и ты чувствуешь себя за рулем этого мотоцикла очень уверенно и очень солидно. И пахнешь деньгами. А масса всего этого великолепия 269 килограммов, к которым следует добавить еще 2 килограмма в исполнении с нашей роботизированной трансмиссией. То есть она чуточку тяжелее, чем механика, хотя, как вы можете заметить, совсем незаметно. Учитывая, что у нас в баке 30 литров, вот эти 2 килограмма на коробку передач, ну, что-то где-то 50 километров вы проехали и разницу эту изжили. При этом, кстати, интересно, что расход заявленный у него 4,9 литра на сотню. Учитывая 30-литровый бак, если вы совсем не крутите газ, то до 600 километров вы на этом баке можете проехать. Это очень и очень солидно, особенно для большого мотоцикла. Что еще? Еще у нас здесь подвески, про них я подробно рассказывал в тесте 1300-го обычного гуся. Здесь телелевер Evo, паралевер Evo с полностью регулируемыми электронными амортизаторами. Они помимо настроек своей жесткости еще и меняют высоту, они адаптируются под загрузку мотоцикла, то есть если вы сели сам тяжелый, посадили жену-подругу, набили кофры, у вас мотоцикл все равно над дорогой будет более-менее ровно, потому что подвески сами адаптируют свою высоту и свою жесткость. Потом эти подвески присаживаются на светофорах, то есть здесь у вас прям все клево. И больше того, это все еще регулируется в разных режимах. Подвески работают по-разному. И больше того, в разных режимах вы их еще можете немножко индивидуально настраивать. Прям космический корабль. То же самое касается тормозов. Тормоза здесь большие, тормоза здесь мощные, спереди 4-поршневые. Оппозитные суппорты с радиальными креплениями, диски 310 миллиметровые, как на полноценном спортбайке. Сзади диск поменьше, двухпоршневой суппорт, и все равно этих тормозов хватает. Больше того, эти тормоза работают в паре с очень современной системой ABS, которая распределяет тормозные усилия по колесам, по осям, которая учитывает угол наклона мотоцикла в повороте и вообще делает все за вас. Ваше дело только кнопку нажимать, все остальное сделает электроника. Вот. Что касается управляемости, то он такой же хороший, как 1300, с той лишь разницей, что он потяжелее, центр тяжести повыше, он все-таки более валкий. Вот. И, ну, как по мне, он чуточку хочет уходить наружу траектории, совсем чуть-чуть. Но чуть-чуть он пошел наружу, ты его чуть-чуть додавил, и все.
абсолютно предсказуемо, понятно и не раздражает, не напрягает, это не влияет никак на безопасность, но просто нужно чуточку больше усилий прикладывать в поворотах и чуточку больше усилий на перекладках в сравнении с 1400, но все равно для своих размеров, для своих габаритов этот мотоцикл необычайно послушный, проворный, покладистый и необычайно кайфовый. А еще, и это очень важно, он прям быстрый. Я не знаю, зачем гусю 3,5 секунды до первой сотни, но когда ты выкручиваешь газ, он прям выстреливает, он молниеносно меняет передачи, и сотня, и 150, и 160, и 180 на приборке появляются очень-очень быстро. То есть он 2 сотни набирает прям в лед, несмотря на свою массу. И еще это чисто моя проблема, потому что я на нем не так много наездил, как, может быть, хотелось бы. Но когда я на нем еду по прямику быстро, и мне все время кажется, что вот уже пора тормозить, я начинаю тормозить, и оказывается, что тормозить нужно было где-нибудь в третьей трети от точки торможения, где я начал тормозить. Короче, тормоза настолько хорошие, что использовать их надо намного позже, чем хочется. И я вот себе это не могу перебороть, потому что визуально мотоцикл большой, тяжелый, и тормозить кажется, что нужно раньше. Ничего подобного. Здесь настолько клевые тормоза, настолько умная система ABS, которая меняет усилия, которая учитывает угол наклона и, соответственно, тоже меняет усилия там. То есть он настолько сам по себе мотоцикл умный, что тормозить можно намного позже. Я не скажу, что он ошибки прощает, он даже не дает их совершать. Вот, поэтому здесь главное вот просто кнопочки нажимать, нажать кнопочку Drive, нажать рычаг, который тоже... Он все еще механически связан с тормозными механизмами, все еще, но в какой-то уже меньшей степени, и, соответственно, здесь тоже уже очень сильно вмешивается электроника, и вмешивается, надо сказать, по делу. Я прям получаю огромное удовольствие от этого мотоцикла, несмотря на то, что, ну, прямо скажем, это не совсем мое. Я не большой любитель больших тур-эндуро тяжелых, и мне кажется, они капельку бесполезными и бестолковыми. Но вот здесь это все доведено, конечно, до совершенства. Мне это все очень-очень нравится, как это работает, как это выглядит. Мотор здесь оппозитный, как на Урале. Шутка. Мотор здесь к ураловскому никакого отношения не имеет. Супер современный агрегат, 1300 кубических сантиметров, 4 клапана на цилиндр, 2 распредвала, система Shift Cam, которая меняет фазы газораспределения в зависимости от оборотов. Жидкостное охлаждение, суперсовременный инжектор, электронные дроссельные заслонки, возможность выбора режима работы мотора, и выдает все это великолепие 145 лошадиных сил на 7 с чем-то, если я не ошибаюсь, 7750 оборотов в минуту и 149 ньютон-метров на 6500 оборотов. То есть мотор прям мощный, мотор дурной, мотор очень и очень шустрый. До первой сотни этот мотоцикл разгоняется примерно за 3,5 секунды, а максималка свыше 200 км в час. И самая главная фишка этого мотора, конечно же, в том, что им удалось сделать невозможное, потому что благодаря системе газораспределения, вот этим изменяемым фазам газораспределения, системе Shift Cam, у вас офигительная тяга 1500 и до упора. То есть обычно у мотора есть где-то полка, где-то он послабее, где-то он побольше. Вот здесь нету ни подхватов, ни провалов, у вас всегда много момента на любых оборотах, и это, конечно, поразительная фишка этого мотора. Очень крутой агрегат, но подробно о нем я рассказывал, опять же, в видео годовалой давности. Не поленитесь, посмотрите, если интересно. Китайцы любят рассказывать, как сотрудничество с компанией BMW помогло им стать лучше. Так вот, сотрудничество компании BMW с китайцами лучше ей стать явно не помогло. Вот эти сопли герметика на мотоциклах последних лет 5 меня, честно говоря, вгоняют в ужас и в уныние. А сейчас я вам расскажу про коробку передач. И это одна из фишек нового мотора, потому что вообще коробка передач у него впервые в истории гусей больших интегрирована в картер двигателя. То есть
Прежде коробка была отдельным агрегатом, который прикручивался к мотору. Теперь нет. Теперь коробка у вас, как на японских мотоциклах, внутри картера двигателя. И коробка здесь не простая. Коробка передач. Коробка передач роботизированная. Правильно ее называть так. Кто скажет, что это автомат, тот лох. А как это все выглядит? Выглядит все довольно просто. Во-первых, у вас нет рычага сцепления. Но сцепление внутри есть. То есть немецкие инженеры взяли уже существующую механическую коробку передач с одним сцеплением и повесили сверху некую электронную надстройку, которая выжимает сцепление за вас автоматически и в определенных режимах меняет передачи сама. Причем интересно, вот рычага сцепления здесь нет, выжать его вы не можете, но при этом сцепление в моторе есть, и больше того, у него гидравлический привод. То есть некий актуатор электронный, там стоит маленький насос для гидравлической жижи, который прям выжимает классическое сцепление, классический гидравлический выжим. Но все под управлением электроники, и к этой электронике, к тому, как это работает, у вас доступа нет ни при каких условиях. Зато здесь есть педаль коробки передач, которая позволяет нам передачи переключать. Причем, что интересно, передачи здесь переключаются тоже электронно. Ваша педаль коробки передач никак механически с коробкой передач не связана. То есть там стоит сенсор, который считывает положение этой лапки и через мозги компьютера, осмысляя все это, все уже меняет передачи. То есть получается, что лапка здесь это просто кнопка для ноги. И ее функцию можно было спокойно продублировать на пульте, но немецкие инженеры специально для олдфагов, специально для тех, кто любит механические мотоциклы и любит контролировать все сам, сделали кнопку для ноги. А вот, что еще? Еще здесь есть два режима работы коробки передач. В первом режиме у вас коробка передач как бы механическая, просто без сцепления. То есть, чтобы вам начать движение, вам нужно выжать тормоз, включить передачу. Она включается прям вот с нормальным механическим таким ударчиком. И передачи здесь переключаются абсолютно как на нормальные механики. Как будто вы их переключаете ногой, просто никакой обратной связи на педали у вас нет. Значит, в первом режиме, в механическом, вы передачи меняете ногой просто без сцепления. Но есть режим автоматический, где вы включаете первую передачу и просто крутите газ, ездите. Мотоцикл думает за вас точно так же, как на какой-нибудь хондовской трансмиссии DCT. И забегая вперед, скажу, что немцам удалось сделать эту коробку изначально очень хорошей, очень прогнозируемый, понятный, послушный. То есть мы помним, что Honda с DCT, они очень долго учили его ездить. Так вот, у баварцев, понятно, что прошло там почти 1,5 десятилетия, а у баварцев получилось сразу хорошо. Вот, и коробка, вот даже если ты всю жизнь ездил на механике, даже если ты отрицаешь всех электронных помощников, электронных ассистентов и любишь механические мотоциклы, вот здесь все работает так, что у вас не вызывает это какого-то отторжения или недопонимания. Это всегда очень круто. Единственное, что меня, например, немножко подвымораживает, это то, что когда ты едешь в городе плавно и медленно, она не опускается на первую. На первую она опускается только когда ты совсем остановился, вот она включает первую. А если медленно-медленно, хоть 5 км в час, это все равно вторая передача. И еще она немножко адаптируется под твой стиль езды. То есть если даже в режиме Dynamic, в самом шустром и самом злом, ты ручку открываешь не очень сильно, она старается подотнуть передачу повыше. Опять же, все это нам хорошо известно по хондовской DCT. То есть вот прям очень похожи именно сами алгоритмы работы. И мне это, например, привычно, комфортно. И я на этот мотик сел вот как в свои домашние тапки. В плане трансмиссии понятно, комфортно и очень круто. И еще одно маленькое, но очень важное лирическое отступление. Лет много назад, 4-5, я еще в Москве снимал новое на тот момент поколение BMW R1250 RT. Оно, собственно, до сих пор актуальное. И там впервые на мотоцикле появился именно адаптивный круиз-контроль. И тогда все было классно, за исключением того, что я прям в видео там говорил о том, что адаптивный круиз-контроль без автоматической трансмиссии работает не очень хорошо, он как бы неполноценный, потому что, например, машина впереди вас начинает замедляться, мотоцикл начинает замедляться следом за ней,
а передачу переключить он не может. И в итоге у вас начинается вот бу-бу-бу-бу, и ваш адаптивный круиз-контроль покидает чат. На автоматической трансмиссии, на роботизированной коробке передач у вас этой проблемы просто нет. То есть вы встали за машиной, за мотоциклом, нажали кнопку, и вы держите скорость вот почти от полной остановки до, не знаю, до какой скорости здесь работает круиз, но километров до 140, а то и больше. И мотоцикл держит дистанцию, сам меняет передачи, и это больше не ваша проблема. И вот эта автопилотность условная, маленькая, она с роботизированной трансмиссией вышла на новый уровень. И теперь адаптивный круиз-контроль на мотоцикле с роботизированной коробкой передач — это просто must-have, очень крутая фишка. И здесь он реально, ты чувствуешь, как классно иметь эту опцию. Как мы на этом мотоцикле вообще трогаемся, как это все работает? Нажали кнопку включения, потом нажали тормоз и запуск мотора. Запустили мотор. После этого нажали тормоз и нажали на педаль, включили первую передачу. Первая передача у нас включается с буковкой М. То есть первая М, мануал. Если мы хотим включить автоматический режим, нажимаем вот эту клавишу, и у нас появляется буковка D. Уже как бы автоматический режим, в котором мы про сцепление можем забыть и просто ехать. Значит, наверное, главный вопрос, который всех прям волнует: а зачем нужна эта штука, когда есть квикшифтер? Так вот, квикшифтер сцепление не выжимает. Квикшифтер вам на секундочку отрубает зажигание, чтобы взлетела передача. То есть, это очень важно, вообще другой алгоритм работы. То есть квикшифтер — это на больших нагрузках, либо на большом ускорении, либо на торможении мы можем менять передачи, но мы не можем трогаться и мы не можем останавливаться. С квикшифтером он нам никак не помогает. А с механическим сцеплением, с автоматическим управлением мы можем нормально трогаться, нормально сбавлять, нормально останавливаться на светофорах и мягко переключать передачи при любой, при открученной ручке, при полузакрытой ручке. Это все происходит мягко. И вот эта коробка передач, она вообще работает мягко, она очень спокойная, она не дергает. И по моим ощущениям, вот она переключает передачи либо так же, как я бы это делал, либо лучше. Я не всегда согласен с выбором передачи, потому что если ты едешь совсем как овощ и газ не трогаешь, она старается, кстати, как и хондовская DCT, включить тебе побыстрее наивысшую шестую передачу. И в поворотах тоже она может это делать, и на прямиках. Вот. А если ты едешь быстро, если ты ручку открываешь широко, размашисто, то она, соответственно, мотор выкручивает почти до красной зоны. И с одной стороны это классно, потому что мотоцикл понимает, как ты едешь, и адаптирует работу трансмиссии под открытость ручки, скажем так. Но мне, например, хочется воткнуть вот ту передачу, которую я прям выбрал. Я хочу на ней ехать, и в автоматическом режиме он этого делать не дает. То есть даже в самом быстром режиме Dynamic ты можешь, если ты не открываешь газ сильно, он втыкает шестую. Это немножко подбешивает. По крайней мере, в Dynamic мне хотелось бы, чтобы автомат изначально был настроен на максимальную шустрость, на максимальные обороты. Здесь этого нет. Вот. И единственный способ сказать мотоциклу, что ты хочешь ускориться и ехать быстро, это нужно сразу открывать газ. Это он понимает, вопросов нет. Все классно. Что еще из важного? Ну, если вас что-то смущает в работе робота, есть механический режим, работаем педалью. Вот. Обратной связи на педали, разумеется, никакой нет, но при этом передачи переключаются вот по-настоящему. То есть первое с щелчком, ты слышишь, ты чувствуешь это. Вот прям как на нормальной взрослой коробке передач меняются передачи, и это очень круто, я вам хочу сказать. То есть прогнозируемо, приятно, и ты чувствуешь, что мотоцикл механический, хотя сама педаль к коробке не привязана никак, кроме как проводами и сенсорами. Что еще из важного? Она очень быстро переключает передачи, и это мне тоже, честно говоря, нравится. То есть вроде сцепление одно, казалось бы, она должна немножко тупить. Вот. Но ничего подобного, переключение происходит
так же быстрый, как и на коробке передач хондовской DCT. Вот. Может быть, там какая-то разница есть в доли секунды, но я не могу сказать, что это каким-то образом было бы заметно. Вот. Что еще? Еще даже в автоматическом режиме, и это тоже прям важно-важно, даже в автоматическом режиме мы можем педалью скидывать передачи. Вот он включил выше, чем нам надо. Мы можем скинуть, вообще никаких проблем. Включил что-то не то, опять же, поставили. Перед нами мы едем ровно, перед нами какой-нибудь резкий поворот, хотим тормозить двигателем, скинули 2-3 передачи сразу, вот так. И он их скидывает. То есть робот роботом, автоматическое управление автоматическим управлением, но немцы очень важную штуку сделали. Если человек вмешивается, то решение человека в приоритете. Мне это очень нравится. Ну и когда ты тормозишь, когда ты останавливаешься, он все время везет тебя на замкнутом сцеплении, и сцепление у тебя размыкается в самый последний момент перед остановкой. Ну, на мой взгляд, это хорошо, потому что я стараюсь максимально тормозить двигателем, насколько это возможно, и мне комфортно, когда у меня передача на торможении включена максимально всегда. Вот, я накатом обычно не катаюсь. Так, и вот когда у нас мотоцикл остановился, как нам его... Еще, что мне очень не нравится в этом роботе, и это важно, он первую передачу включает только когда ты совсем остановился. А так вот, и может даже 2 км в час он уже втыкает вторую, и трогаемся мы тут со второй, как на грузовике. И первая втыкается только если мы прям до упора включаем, открываем газ. Вот. Значит, как мы тут останавливаемся? Остановились. Вот у нас даже сейчас в драйве горит вторая передача. Включаем первую. Вот у нас остановились. Первая передача у нас. И мы, если откроем боковую подставку, мотоцикл просто заглохнет. Но также мы можем нажать на педаль 3 секунды, подержать, загорится лампочка нейтрали, и после этого открыть боковую подставку. И ничего не глохнет. И еще интересно, когда мы мотоцикл заглушили, он может включить передачу, или мы на передаче мотоцикл оставили, он на нейтралку не ставится. И мотоцикл на передаче, и переключить эту передачу, пока вы не включите мотоцикл, не запустите, нельзя. Соответственно, это как еще одна противоугонка. То есть он мотоцикл ставит на такой механический паркинг. Мотоцикл у вас на передаче, и как его шевелить, если у вас батарейка села, это другой вопрос. Но пока все, опять же, свежее и новое, это все очень хорошо работает, и мне нравится эта придумка. Про электронику сильно много рассказывать не буду. Все рассказывал год назад в прошлом видео. Относительно этого только автомат добавился. Скажу лишь так, мельком, бегом. Бесключевой доступ, обогревы рукояток, сёдел, электронное ветровое стекло, адаптивный круиз, ABS умный, трекшн многоуровневый умный, возможность выбора режима работы мотора и настройка их, бесключевой доступ, виртуальная комбинация приборов, куча клавиш на пульте, адаптивный круиз-контроль, система помощи при старте в гору, удержание на склоне, так называемый, кофры с центральным замком, электронные, то есть мы их сюда ставим, розеточка совместилась, и кофры у нас открываются от центрального замка мотоцикла. Вот насчет беспроводной зарядки телефона врать не буду, но лючок для телефона здесь есть, плюс система контроля давления в шины. Короче, все, что в мире существует, здесь есть. А еще здесь в зеркала встроены треугольнички, которые нам показывают, когда в слепой зоне появляется машина. Короче, очень много проводов. И это меня, честно говоря, немножко смущает. Потому что все-таки прошлые поколения, и чем дальше, тем больше, они были механические. Они были вот прям такие мотоциклы, которые можно накачать 76-м бензином, починить в случае чего молотком, какую-нибудь вот резиночку вырезать, какую-нибудь палочку вставить, и как-то это все оживить и поехать. Вот здесь этот мотоцикл, он совсем не для вот реального адвенчура где-то вдали от цивилизации. И вот этот шлифованный алюминий под тонированным лаком, это явно
не признак мотоцикла, который, ну, как бы не страшно уронить. Здесь вот, глядя на это все, я бы скорее себя уронил, чем мотоцикл. Вот, и пусть лучше я буду лежать и орать под ним, но я бак этот царапать не хочу. Это классно выглядит, безусловно, прям слюни текут. Но с точки зрения туристического мотоцикла, я думаю, что это too much. И я думаю, что они это осознанно сделали, просто показать, что нехер вам, ребята, на этом мотоцикле далеко куда-то уезжать от цивилизации, потому что из этого вашего далеко возвращаться вам придется, в случае чего, на эвакуаторе. И еще это важно отметить. Вот он с водительского места прям большой. Это такой аналог голды вот по визуальной массе, которая у тебя в глаза попадает, когда ты смотришь на дорогу. Здесь просто необычайно много мотоцикла, и за счет этого ощущение прям очень солидного мотоцикла. То есть понятно, что все адвенчуры выглядят солиднее с водительского места и больше и жирнее, но здесь это возведено в абсолют. Вот эти площадки бестолковые, они прям вид имеют, и они это все, это большое украшение. Вот, выглядит дорого, солидно, и вот прям этот мотоцикл тебе говорит, что, чувак, ты многого добился в жизни, поздравляю, заслужил. Вот, это есть, ничего тут не скажешь, не попишешь. Вот, что еще? Еще мне вот из того, что прям не нравится и раздражает, здесь много всяких электронных функций. Здесь обогревы седла, ручек, круиз-контроли, ветровые стекла. Так вот, когда привыкаешь, может быть и нормально, но с непривычки, вот мне, например, поднять ветровое стекло, при том, что я знаю, как его поднимать, как менять высоту, все равно нужно сильно отвлекаться от дороги, куда-то уходить в меню приборной панели, подтверждать свой аккаунт через госуслуги, какую-то смс-ку дождаться, и после этого тебе, если ты правильно ввел код и доказал, что ты не робот, тебе разрешают поднять ветровое стекло. Здесь можно выставить горячую кнопку, чтобы какая-то одна-две функции управлялись вот просто вот этой левой клавишей ползунком, вот, но только одну. То есть вот либо ветровое стекло, либо ты будешь быстро включать обогрев ручек и седла. Пассажиру, кстати, проще. У пассажира отдельная кнопка. Пассажиру надо, он эту кнопку нажал на седле и греется. Ему для этого не надо лезть в меню. А водитель прям мучайся, страдай, отвлекайся. Наверное, когда-нибудь появится голосовое управление, когда можно будет сказать: окей, BMW, включи, пожалуйста, первую, подними стекло там на 20%, и это все будет проще. Но в данный момент это прям ужасно неудобно. И еще, кстати, забавное наблюдение. Приборная панель здесь довольно большая по вообще мотоциклетным меркам. Когда на 800-м гусе такого же размера приборка стоит, кажется, что она большая. Но здесь мотоцикла так много, что на фоне вот всего этого большого размера есть ощущение, что приборка вообще крошечная, просто по сопоставлению масштабов бака, ветровика и монитора. Но при этом хватает, все читаемо, все отлично. Что еще? Еще великолепнейшая ветрозащита, просто изумительная. Высокое стекло, дополнительные щиточки вокруг стекла, широченный бак, за которым получается спрятаться, еще и горшки торчат, а еще и на ручках руля вот это маленькие спойлеры, защита. Короче, даже если на улице холодно, можно, вот сейчас у нас плюс 16, на самом деле хорошо. А даже когда холодно, ты этого холода не чувствуешь, потому что ты спрятался за мотоциклом. И даже нагибаться не надо. Даже с высоким ростом у тебя, в принципе, ветер дует, ну, выше визора шлема, немножко в макушку. Это при том, что я здоровый, я 198 сантиметров. Вот, короче, ветрозащита выше всяких похвал. Мотоцикл комфортный. Очень комфортный. Мотоцикл очень высокий, и в седле ты чувствуешь себя реально солидно, дорого, богато. Вот. В остальном мотоцикл волшебный, очень необычный, очень круто сделан в каждой детали. Мне очень нравится, как он выглядит, мне очень нравится, как он едет. Роботизированная трансмиссия – это космос, и это новый виток эволюции мотоциклов. И я думаю, что в будущем это будет почти у всех. На этом все. Спасибо компании Balkan Moto Travel за возможность покататься на этом мотоцикле. Спасибо компании Rolling Moto за
шлем, за экипировку и спасибо компании Kinetic Fun за вот эту вот набедренную сумочку. На этом все. С вами был Дмитрий Федотов и журнал Мотоэксперт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорого!